Продолжаем наше путешествие по сказочной Северной Осетии. Город, владеющий Кавказом, Владикавказ, столица республики. От сочетания городских и горных пейзажей захватывает дух уже в первые минуты. Главный объект притяжения в Северной Осетии – это, безусловно, Большой Кавказ. На седые горы и высочайшие вершины республики съезжаются альпинисты и скалолазы со всего мира. Любой, кто приезжает сюда, должен знать главное – в Осетии вы не гость, а родственник, который наконец-то вернулся домой. Таковы местный менталитет и традиционное кавказское гостеприимство. Ну а теперь обо всем по порядку. Когда ровно день назад, первый раз в своей жизни я летала на параплане, я думала, что это экшен, это очень страшно, но нет, это на самом деле было развлечение для слабаков. Потому что сегодня я познакомилась с таким прекрасным Ироном, который показал мне, каково же это учиться горцевать, правильно? Что мы еще делали? Рысью бегали и галопом. Рысью бегали и галопом. И все это мы сделали. Меня научили этому буквально менее чем за час. Вот, так что спасибо тебе большое. Надеюсь, мы еще увидимся. Ущелье Северной Осетии образует живописную галерею природных памятников. Особого внимания заслуживают водопады. Здесь их несчетное количество. Водопад Три Сестры – это визитная карточка Дегорского ущелья. За время нашего восхождения мы успели познакомиться с каждой сестрой. Сейчас пришли к третьей, самой полноводной. Как вы видите, потоки воды просто сбрасывает с вершины горы, и даже там находится пещерка. Природно-климатические факторы республики позволяют успешно развивать сельское хозяйство и закладывать основы отечественного картофелеводства, занимаясь выращиванием семян картофеля на безвирусной основе. Здесь находится первая в России зона пространственной изоляции. Здесь выращивают семена первого полевого поколения, а также находится банк здоровых сортов картофеля, который насчитывает более 200 наименований. Старинные некрополи всегда притягивают к себе самых любопытных путешественников, поэтому и мы решили посетить средневековый город мертвых, дорога к которому идет по очень крутому горному серпантину. Более того, это самый крупный некрополь в Европе. Для того, чтобы сохранить род своего народа, заболевшие люди по своему собственному желанию переходили на другой берег реки, сооружали здесь следующие каменные сооружения и проводили свои последние дни именно здесь. Очень важно отметить, что их родственники не забывали. Как вы видите, здоровая часть населения жила по ту сторону реки, но каждый день они приносили пищу, воду. Довольно трудно передать все эмоции, которые охватывают тебя, когда ты ходишь по так называемым узким переулкам города мертвых и, заглядывая в крохотные окна склепов, видишь черепа, кости и мумии тех, кто был похоронен здесь 700 лет назад. А мы приехали в еще одно горное поселение. Сейчас мы находимся в селе Галиат. Оно очень хорошо сохранилось, можно сказать, что это целый город. Как вы видите, здесь находятся фамильные башни, находились школы и также большое количество различных зданий, жилых помещений и других объектов. Позади этого древнейшего поселения также были сооружены и современные постройки. В настоящее время, в теплый период года, здесь проживает не более 10-15 человек. Здесь есть один человек, который постоянно проживает на этой территории. Помимо привычных нам архитектурных построек, природных достопримечательностей, на всей территории Осетии можно найти новые арт-объекты, которые совсем недавно творческое объединение Махконт начало устанавливать по территории всей республики. Их арт-объекты вы можете найти как на улицах Владикавказа, так же гуляя по горным ущельям.
Например, за моей спиной находится традиционный музыкальный инструмент. Гуляя по улицам Владикавказа, можно увидеть арт-объект, который появился здесь буквально месяц назад. Это стена Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева. Сегодня, находясь в Северной Осетии, мы, конечно же, хотели бы поговорить об осетинских пирогах и осетинской кухне в целом. Как вы думаете, почему именно пироги стали визитной карточкой кухни этого народа? Давайте же узнаем все секреты осетинских пирогов у местных жителей. Прозвучит банально, но может быть секрет в том, что их правда делают с душой, потому что к пирогам нету посредственного отношения. Вообще, если знать немножко историю, это не совсем пища, не совсем еда. Ведь 3 пирога в осетинском доме бывали только по событию, по празднику, по какому-то серьезному поводу. И каждый день, вот как сегодня, можно в любую секунду заказал пироги, все, поел, получил удовольствие. Раньше такого, конечно, не было. Один пирог символизирует Бога, другой пирог символизирует солнце, а третий пирог символизирует землю. Над пирогами произносят молитвы. Молитвы, которые, опять-таки, соответственно определенному ходу, принятому, да, традиции, они поступают. Первый всегда за Всевышнего, за великого Бога, второй за покровителя мужчин и путников Уастерджи, ну а третий обычно бывает уже по поводу. Вот у нас наше застолье, оно не совсем официальное, хотя 3 пирога есть. И мы то есть, имеем полное право поблагодарить Всевышнего, что Он их нам послал, и что Он нам послал, во-первых, гостью, которая подарила нам повод сделать 3 пирога. Есть такой важный момент, всегда его рассказываем, объясняем нашим гостям, нашим туристам, потому что разрезать пироги и вообще начинать трапезу, пока не помолился старший, нельзя. Это не разрешено, потому что старший должен взмолиться Всевышнему, поблагодарить его за то, что сегодня есть за этим столом. Они всегда режутся одним классическим способом на 8 ровных кусочков. И есть важный момент, опять-таки, у этого тоже есть сакральный смысл, их нельзя вертеть. То есть пироги под свое удобство, для своего удобства их нельзя туда-сюда крутить, вертеть. Это запрещено, так не принято, так не бывает. Никто не против этикета, но не возбраняется и есть, и брать пирог руками, потому что, в принципе, так было принято все эти времена. Пирог с сыром, потому что на осетинском языке он называется уалибах. Вот. Он, кстати, отличается от названий всех других, потому что все остальные названия, они похожи. Картовчин, сахараджин, фатчин. Это прекрасное помещение, в котором мы находимся. Это образец западноевропейской архитектуры. Началось строительство в конце XIX века, в 1863 году. Шло поэтапно. И было проведено на средства немецкой общины. Здесь была очень большая немецкая община. Они жили компактно. И были приглашены сюда еще до революции, в царское время. Первый такой большой концерт с симфоническим оркестром в этом зале с оркестром Северо-Осетинской государственной филармонии дал маэстро Валерий Гергиев. Это было в 1974 году. И он сам очень любит этот концертный зал. Он, когда приезжает сюда и когда разговаривает с молодежью, он говорит: я здесь, в этом зале, научился очень честно относиться к музыке. Потому что я был в этом зале, я сидел, школьник, я еще был то есть совершенно маленьким ребенком. И передо мной выступали такие мастера, которые во всем мире считались музыкантами первой величины. И они играли для нас, маленьких детей, так, как будто они играли для самой высокой и достойной публики. Мы хор национальной песни. Жанров в народной песне в нашей очень много, так же, как у других народов.
У нас культовые песнопения, большой репертуарный раздел. У нас песнопения, связанные с эпосом, с нашим нардским эпосом. Именно здесь, в разгар Великой Отечественной войны, осенью 1942 года шли ожесточенные бои на подступах к Владикавказу. Именно в этом месте советский солдат Петр Барбашов совершил героический подвиг. Своим телом он закрыл амбразуру вражеского дзота. Памятный монумент воину был установлен еще в 20 веке, а прилегающая территория всего 2 года назад была преобразована в аллею героев Великой Отечественной войны. Братская могила солдат, погибших в битве за Кавказ, уже много лет является местом памяти и поклонения подвигу советского солдата. Посещение этого места именно сейчас, когда 2020 год объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, вызывает особые чувства. Мемориальный комплекс – это вечное напоминание всем ныне живущим о той непомерной цене, которую заплатил советский народ за свою свободу, независимость, за наше настоящее и будущее. Вот и закончилось наше путешествие по Северной Осетии. Это было незабываемо. Очень тепло, очень вкусно и очень гостеприимно. От всей души рекомендую каждому, кто смотрит это видео, в самое ближайшее время приехать сюда. Мы успели вам показать, как живут местные жители, зачем же именно приезжают сюда туристы. Конечно же, показали кавказское гостеприимство, попробовали осетинские пироги на вкус и даже захватили их с собой. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы следить за нашими новыми приключениями по России. Также прошу вас написать в комментариях, если вы уже были в Северной Осетии или планируете попасть сюда в самое ближайшее время. А я побежала на самолет и говорю вам до скорой встречи. Пока-пока!